Друзья, приветствую вас. Вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие события у нас происходили, что ждать на вечерке и что это такое сегодня было. Так, но сегодня у нас выходила новость по вакцине. Казалось бы, все хорошо. Еще одна вакцина вот-вот со дня на день будет подана на регистрацию. С 10 декабря в Соединенных Штатах начинаются вакцинации. Там, правда, по-моему, другие вакцины будут, не AstraZeneca, там, по-моему, с Pfizer достигнута договоренность. Вот, с утра все было хорошо, все было отлично, потом бах и все обвалилось. Что же пошло не так? Сегодня и статистика по PMI вышла хорошая, в том числе по Соединенным Штатам. Все должно быть good, а на самом деле все сыпанулось. Давайте вот индекс доллара посмотрим. Сегодня все вроде было хорошо, индекс доллара проседал, доллар ослаблялся. Еще новости из вакцины подоспели, и потом внезапно доллар начал расти против всего. Золото начало падать, стопы повыбивало. Ну и все, соответственно, тоже сыпанулось. Ну, казалось бы, да, вакцину, вроде вот еще одна вакцина появилась. Вот что здесь могло такое произойти, из-за чего все это сыпанулось? Ну вот на часовике по индексу доллара здесь вообще трешак был. Но на самом деле ларчик открывается очень нехитро. А вот это все движение, оно связано с тем, что да, вакцины, они помогут остановить эпидемию, решат эти коронавирусные проблемы, но на фоне того, что одобряются вакцины, что они скоро вводят в эксплуатацию, разрешение выдается, и после этого их начинают активно использовать. Пошли опасения, что ФРС сократит печатание денег. Вот. И здесь как бы технический момент, что как только новость вышла, надо зафиксировать прибыль. И также психологический момент, что по сути, как только вакцины начнут активно выходить и население будет прививаться, и появятся все симптомы того, что болезнь побеждена, то в этот момент вполне как бы ФРС может, если не прекратить, конечно, печатать деньги, но значительно ограничить и сократить. И вот эти выбоины, вот эта вот некислая волатильность, она именно возникает из-за того, что идут очень сильные колебания. Поскольку вирус добавил перчинку в нашу жизнь. Так, друзья, если мы посмотрим дневной график по индексу доллара, потому что как бы в данной ситуации это параметр, который ключевой, но отображает, что на самом деле происходит, с моей точки зрения, то что мы здесь увидим? Мы увидим, что сегодня был мощнейший вынос вниз, потом вверх, и, соответственно, текущая формация указывает на то, что если будет закрытие дня выше 92,4, 92,5, то высока вероятность того, что завтра-послезавтра продолжится рост индекса доллара. Опять же, то есть парадоксальная ситуация, вроде как бы все вот-вот выздоровеют, потому что вакцинами всех обколят. И с другой стороны, как бы такое резкое движение. Но ФРС, боятся, что ФРС прекратит печатать деньги под эту шарманку. Ну и вот, собственно говоря, уровень 92.36, 92.43. Если этот уровень у нас здесь пробивается, то развивается движение на тестирование и пробой 92 и дальнейший уход вниз на ослабление доллара. С моей точки зрения, это вот существенный момент, как сегодня произойдет его закрытие. Так, далее SFD на американский фьючерс S&P 500, часовой таймфрейм. Но смотрите, судя по часовому таймфрейму, вот это растущее движение, оно, конечно, было изрядно испорчено вот всем этим действием. Но с другой стороны, как бы вот эту красную демаркационную линию мы так и не перешли. И это дает достаточно весомые основания того, что здесь сейчас возникнет отбой, и отсюда пойдет движение, цель которого потестировать и пробить вот эту крышечку. Ну и дальше 3620. Сейчас вот это движение, скорее всего, конечно, не разовьется. Ну, в лучшем случае мы где-то вот здесь закроемся в районе 3580. Но пока нету уверенного пробития 3550, нас все равно будет забрасывать в этот диапазон. И будет он пытаться учинить новогоднее вакцинное ралли с тестированием вот этого недавнего глобального хая. Так, далее DAX, немецкий индекс, он сегодня попадал, но ничего страшного нету. Мы находимся в безопасном вот в этом самом диапазоне. Пока нижнюю границу не пробили, которая вот здесь вот у нас проходит, все это не более чем проторговка и набор позиций.
Так, далее ВИКС, индекс волатильности. Ну, как ни странно, несмотря на такие действия, он практически даже не чихнул. Ну, что тут совсем немножко прошел. Даже это меньше обычной внутридневной волатильности. То есть, походу, это просто какая-то была эмоциональная, моментальная реакция на то, что ФРС может порезать, печатать деньги в связи с тем, что вакцина вот-вот появится. Ну, или просто, может, кто-то фиксанулся хорошо и позакрывал, и все. То есть по ВИКСу сегодня ничего вообще страшного не произошло, если ориентироваться на ВИКС. То есть просто фиксаж какой-то внутри дня и все. Ну да, из-за того, что высокий эмоциональный фон у игроков и много открытой позиций, поэтому такое по ряду активов было сильное движение. Так, далее NASDAQ. Ну здесь тоже как бы, да, вот был удар вниз, просели, но сейчас все идет в пределах вот этой консолидации, которая 11750 и заканчивается 11970. Пока здесь уверенного пробоя и закрепления нет, мы также и будем болтаться в этом диапазоне, набирать позиции. И чем дольше болтаемся, тем больше вероятность ухода наверх. Так, далее RGBI, российский индекс облигаций. Ну смотрите, здесь даже показали в последний час значительный рост. В целом все вот это движение, оно указывает на то, что возможно сейчас будет действительно заход больших денег. Пока, правда, по объемам это не особо подтверждается, но вот это движение на последнем часе, оно действительно может указывать, что на этой неделе могут произойти существенные покупки как в российских ОФЗ, так и вообще на российском фондовом рынке по большинству акций. Единственное, что смущает, то, что мы находимся на хаях, это раз. Ну как ни крути, достаточно высокие значения. И потом вы сегодня видели, какое было движение, и такие движения с учетом того, что рынок находится на хаях, они могут стать, ну если не каждый день, то частой, неприятной или для кого-то приятной неожиданностью. Так, друзья, далее нефть Brent. Здесь, судя по всему, у нас все отлично идет, несмотря на всякие эти фокусы. Но если вот 45,5 мы начинаем закрепляться в этом диапазоне, не будет отката ниже 45,1-45, то есть и шансы действительно устроить ралли и сходить на 47 плюс, возможно даже на 54-55. Но опять же, вот моя точка зрения такова, что даже если такое движение сейчас произойдет, оно не будет долгосрочным. Центр притяжения находится там не на 10 долларов и не на 30, а в диапазоне 37-43 по Бренту. Соответственно, вынос наверх, вынос вниз все равно будут тянуть вот сюда, вот в эту волшебную нишу, которая вот здесь находится. Потому что эта цена, она является концептуальной для большинства производителей, добытчиков нефти. Так, но если переходить к часовику, у нас сейчас вот в ближайшее время будет повторное, скорее всего, тестирование на пробой 46,1. Если сейчас вот эта свеча будет разворотной, сейчас 20:58 московское время, то мы вполне отсюда можем скорректироваться, и цель корректирующего отката будет движение 45,6, 45,4, вот сюда, в этот диапазон. Если происходит пробой 45,3, 45,1, здесь немножко побольше диапазон, чем на дневке, то тогда, скорее всего, это движение либо откладывается, либо аннулируется, и мы уходим торговаться сначала в этот диапазон, и потом в более расширенный вот этот диапазон. Но текущая ситуация указывает на то, что здесь наиболее вероятен какой-то хотя бы небольшой откат на 45,6, и далее здесь консолидация и попытка отбоя движения наверх. Так, друзья, далее золото, которое по сотам и по позициям юридических лиц на МВБ должно было расти. Но оно, однако, сегодня не особо росло, оно немножечко сходило наверх и потом сразу сыпанулось. Стопы снесло, ничего тут не поделаешь. Вот лучше отдать стопы и немножко потерять, нежели вот в такой вот красивый шип уходить вверх тормашками. Сейчас я пока посмотрю, наверное, что здесь будет. Может быть, какие-то короткие операции там внутри дня. Сейчас надо подумать, собраться с мыслями. Сейчас попробуем этот вопрос с вами проанализировать. Вот. Но здесь прямая взаимосвязь с индексом доллара. Индекс доллара чихнул, золото провалилось. Здесь как бы, ну, они в противофазе ходят. То есть рост индекса доллара — это обвал золота, серебра. Серебро тоже сегодня просело, и значительное движение вниз было по нему. По золоту здесь промежуточную цель мы сделали.
1830, но по